Приветствуем вас, дорогие наши зрители! Добро пожаловать на наш канал, и в этом видео давайте посмотрим, как преобразился наш участок за 3 года. С момента приобретения этого участка вот таких работ по разрушению старых сооружений было довольно-таки немало. От старых хозяев нам достался действительно очень большой участок земли и много-много вот таких вот маленьких сарайчиков. Ну а теперь окунемся в подземное царство нашего участка. Это погреб. Он вроде бы как и есть, но в таком состоянии, считай, что его нет. Как гласит моя любимая пословица, глаза боятся, а руки делают, ну а ноги бегают. Стены штукатурил и побелил, полочки прибил. Сейчас расставим баночки, и операция по спасению одного из наших дачных сооружений выполнена. Ну, а это лицо участка, и, как видим, от времени его маленько перекосило. Легкими движениями руки, конечно же, здесь не поможешь, поэтому кувалда и болгарка Рома тебе в помощь. Также установили новую лавочку, а рядом организовали цветник. Операция по омоложению прошла успешно, посмотрим, что у нас получилось. За двором у нас имеется небольшой сад, за которым мы очень следим. С помощью бензокосы выкашиваем ненужную траву и, конечно же, вырубываем старые деревья. Ну а теперь с вами перейдем к ремонтным работам в доме. Конечно же, мы не выставляли обзор нашего дома, надеемся, что у нас когда-нибудь получится заснять это видео, но вы видите отрывки из старого видео, которое многие уже посмотрели. Это пристройка к дому, и вот так вот она выглядела. Конечно, извиняемся за качество видео, потому что снимали давно и на камеру телефона. Ну и, конечно, по съемкам тогда у нас еще было совсем мало опыта. В общем, что хочется сказать по этой комнате, это пристрой к дому. Пристраивался он старыми хозяевами, и, как видите, эта комната делилась напополам, и была как бы мини-кухня, а за стеной был туалет с ванной. По поводу утепления этой комнаты, вот у некоторых наших зрителей были вопросы, что началась плесень или еще там что-то. И сразу отвечу, что вот на протяжении 3 лет ни плесени, ни сырости в этой комнате нет. Что касается цвета, то, конечно же, видно, что камера не передает тот цвет действительно, каким он есть. На самом деле это светло-коричневый оттенок. Что же касается мебели, здесь у нас имелся старый советский гарнитур. Столешницу же мы сделали из обычной двери. Отшлифовали, вымыли, наклеили самоклейку, вуаля, столешница готова.
Кухонный гарнитур покрасили в фисташковый цвет, добавили немножечко декора, и теперь эта комната стала одной большой полноценной кухней. Старый буфет, который стоял на кухне, выбрасывать мы его не стали. Он крепкий, функциональный, а также является изюминкой нашей кухни. Пришлось, конечно, немало повозиться, но это того стоило. Старый холодильник тоже попал под наши переделки. Ну, без всяких фильтров видно, что результат стоил наших усилий. Ну а здесь Роман готовит деревянную форму для изготовления бетонных плит. Эти плиты нам понадобятся для организации садовых дорожек. Одна форма рассчитана на 2 плиты. Мы таких сделали 2 формы и за раз выливали 4 плиты. Для замеса раствора нам понадобилось 2 литра воды, 2 цемента, 4 щебня и 4 песка. Один замес раствора рассчитан на одну плиту размером 40 на 40. Котоконтроль одобрил результат, ну а мы с вами поехали дальше. Еще одна комната, которую мы отремонтировали, это зал. Вернее, когда мы ремонтировали, этой комнаты не было назначения, мы даже не знали, что это будет залом. Просто решили ее преобразить, отремонтировать и привести в нужный вид. Ремонт начали с этой страшной стены. Мы ее очистили, оштукатурили, конечно же, приложили очень много усилий, но когда увидели результат, поняли, что он стоил этих усердных трудов. Эта стена под нагревом от печи. Штукатурили мы с помощью раствора из церезита. Имитацию под кирпич мы делали из раствора финишной шпаклевки фирмы Knauf. И некоторые спрашивали, как сейчас ведет себя эта декоративная штукатурка, не осыпалась ли она. На самом деле не осыпалась, уже 2 зимы эта штукатурка продержалась, и надеюсь, что она продержится еще долгое время.
Результатом мы очень довольны, а понравился ли он вам? Напишите об этом в комментариях. И далее мы продолжили ремонт этой комнаты. Мы сняли старые обои, мы не меняли окно, но сняли старую краску и покрыли новой. Кое-где обои снимались очень легко, а кое-где просто ужасно, но весь ужас состоял в том, что нужно было такие же обои снимать еще и на потолке. Стены мы покрыли фасадной акриловой краской. Окно, как я говорила, покрасили в белый цвет, повесили новую шторку. Комната получилась очень светлая, но когда мы занесли мебель, она у нас советского типа, темная, и, конечно же, в последующем мы решили ее тоже перекрасить в белый цвет. Но это уже, наверное, мы покажем в следующих наших видео. До ремонта вы могли заметить, что комната была очень темной из-за плохого освещения. Поэтому Роман взял этот процесс в свои сильные руки и смастерил вот такой вот дизайнерский, очень классный светильник на деревянной основе. Процесс работы комментировать не буду, но подробное видео вы сможете увидеть, перейдя по ссылке в описании. Также у нас имелись и технические работы. Например, нам нужно было найти, где проходит водяная труба, выкопать яму, поставить счетчик и, конечно же, обустроить эту яму, чтобы ее не засыпало землей и не заливало дождем. Используя листы из прессованных опилок, Рома смастерил вот такой вот короб. И поверьте, если бы не это чудо-конструкция, после первого бы дождя наш счетчик затонул бы в болоте из камней и грязи. Ну а вот этот вот заборчик был не самым лучшим украшением для нашего двора. После сноса сарайчиков, как я вначале упоминала, у нас оставались хорошие доски. Из них мы и смастерим новый заборчик. Ну вот, совсем другое дело. Но у нас еще с вами много работы, поехали дальше. В гараже стояли два старых советских, но очень крепких стульчика. Попробуем их переделать, немножко реставрировать. Итак, что же у нас с вами получится? Давайте посмотрим. Неплохая переделка. Кстати, эти стульчики участвуют с нами в наших видео о готовке на природе. Еще один ремонт мы сделали в одной из наших комнат, не знаю, как ее назвать. Из нее мы попадаем в дом с другими комнатами, а также в пристрой с кухней. Здесь находится печь, которая отапливает весь дом, и также обеденный уголок. А еще здесь старыми хозяевами была установлена раковина. Мы не решились ее убирать, пусть будет. Как вы смогли заметить, обои на потолке здесь во всех комнатах. Почему-то мне приходит такая мысль, что их клеили для того, чтобы закрыть трещинки на потолке и не белить дом каждую весну. Ну, как это было раньше по обычаю во многих сельских домах.
В ремонте этой комнаты тоже не обошлось без декоративной штукатурки. И что у нас вышло, давайте посмотрим. Деревянное окно в этой комнате мы не меняли. Сняли зимний вариант, очистили от старой краски и покрасили в белый цвет. Стены в этой комнате красим акриловой фасадной краской. Стену же над печкой Рома белит известью. Эта печь обогревает весь дом. Реконструировать мы ее пока не торопимся, но постараемся придать ей нужный вид с помощью 3D рисунка. Обеденный уголок я все-таки решила преобразить. Деревянные детали я крашу в белый цвет акриловой эмалью. Обивочным материалом нам послужит покрывало, сшитые из разных лоскутков. На окно вешаю тюль, а также шторку в цвет стен. Ну а теперь сравним результат, как было до и как стало после. Иногда от некоторых людей я слышу фразу «мне скучно», но нам скучать не приходится, особенно если в голове зажигается еще одна творческая мысль. Одну из них Рома уже воплощает, так что давайте посмотрим, что же у него получится. Эту поделку я называю супер крутой переносной светильник. И для романтик посиделок это то, что надо. А это летний душ, по совместительству колодец. От старости крыша прохудилась, вот с нее ремонта мы и начнем. Изначально после покупки дома этим зданием мы пользовались исключительно как колодцем. Но имелся вопрос, зачем для колодца вот такие хоромы?
Время спустя мы обнаружили в этом здании слив и поняли, что когда-то здесь был душ. Вот так все выглядело изначально. А пока Рома занимается ремонтными работами, давайте поддержим его старания и поставим лайк. Доски и бревна обработали пропиточным материалом. С помощью цементного раствора кирпичей восстановим разрушенные детали крыши и закрепим бревна. Как не промахнуться и попасть в нужную цель, ловите простой лайфхак от Романа. Ремонт крыши близится к концу. Осталось обустроить душ, но об этом мы будем показывать в следующих видео. Порой удивляешься, как обычная побелка или перекраска преображает внешний вид здания. Но некоторых деталей здесь все же не хватает. Каких именно? Об этом наш следующий эпизод. И замечательные деревянные кашпо станут прекрасным украшением не только для внешнего вида дома, но и для всего нашего дворика. Мы свой домик слегка отремонтировали и украсили,
А вот домик наших собачек выглядит печально. Не от того ли им так грустно? Постараемся поскорее исправить эту ситуацию, а то ведь и зима уже не за горами. Деревянный органайзер для саморезов Рома смастерил своими руками. Ссылочка на это видео будет в описании под этим видео. Нашим собачкам очень понравился их новый домик. А если вам понравилось наше видео, не забудьте подписаться на наш канал и обязательно поставьте лайк. Эти 3 года мы очень много трудились, как эта пчелка. Мы не намерены останавливаться, и в будущем вас ждет еще много-много интересного. А сейчас представляем вашему вниманию небольшое слайд-шоу до и после.